Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Водолей. Второй прогноз на декаду на 10 дней с 1 по 10 сентября. Уже осень, начало сентября, мои дорогие. И давайте с вами узнаем, что же подсказки, какие подсказки нам дадут карты. Останемся, безусловно, реалистами. И я хочу сказать на сентябрь месяц, на весь сентябрь месяц почти. 2 основных момента, 2 основных направления. Первое — работы будет много, это да, но это и по части достижений есть возможности. А второе, или, может быть, даже первое — это, знаете, наша уязвимость. Это когда мы смотрим правде в глаза. Это уязвимость, это то, о чем мы не расскажем никому. Это какой-то своеобразный триггер или болевая точка в нашей душе, о чем мы не можем ни с кем поделиться, но мы не можем это преодолеть. И почему это будет важно? А вы как раз, ваш знак зодиака соответствует интеллекту и всему инновационному, поэтому вот эти инновации, цифровая эпоха движется вперед, и я думаю, даже если мы оглянемся на пару лет тому назад, настолько прогресс быстро продвигается, а дальше пойдет еще быстрее, то есть мир меняется. И это не происходит просто так. Это те процессы, которые были запущены прежде, они продолжают развиваться. Так вот и нам нужно успевать. И если мы будем во власти собственных предубеждений, по сути, это и есть болевая точка. То есть мы когда-то раньше столкнулись либо с чем-то очень сложным, с каким-то противостоянием, когда что-то пошло вразрез нашему представлению, видению. И ведь сама-то ситуация закончилась. Но осадочек остался, да? И нас это словно в кандалах держит, не давая нам идти вперед, не давая вот именно возможности или увидеть эту самую возможность. Поэтому это, знаете, как работа над самим собой. Опять же, вы же никому это не расскажете. Но именно в сентябре вы можете прочувствовать, что, а ведь правда, есть как что-то невидимое меня держит. И это и будет вот эта уязвимость. Ладно, идем вперед. Знаки судьбы, мои дорогие. С 1 по 10 сентября мы достанем 3 карты, как 3 знака, подсказки высших сил. А может быть, это будет просто как символика, символизм 3 главных направлений, событий или сфер жизни. Итак, первое, второе и третье событие, ну или знак судьбы. Мы откроем эти карты в самом конце. А сейчас продолжим. Давайте достанем карту. Что прояснится? Что прояснится для водолеев с 1 по 10 сентября? Что уйдет? А что придет взамен? И по основным сферам жизни. Любовь, личная жизнь, взаимоотношения в целом, контакты, финансы и дела, работа, бизнес, сфера ваших достижений. У кого-то учеба, у кого-то банально, может быть, приходится бегать по инстанциям, нужно какую-то бумагу получить или что-то согласовать. Так что же прояснится? А вот тут точно, когда выпадает королева Пентаклей, тут все постепенно становится на свои места. И какие бы задачи, мои дорогие любимые водолеи, перед вами не стояли, пусть кто-то отстраивает свое благополучие, а ведь это, когда мы отстраиваем свое благополучие. И, по сути, это Венера. И Венера нам помогает, это не только и планетарные транзиты, нам помогают не только решить вопросы личной жизни, но в целом благополучия. Королева Пентаклей — единственный персонаж в колоде Таро, который умеет свое благополучие отстроить с нуля. Из любого хаоса, бардака отстроить порядок. Вот, скорее всего, что прояснится, задача на эти 10 дней, как и адаптироваться к какой-то ситуации, так и организовать свою жизнь в каком-то новом ключе. Может быть, это касается работы. Королева Пентакли часто изображает наших близких супругов. И пусть у нас выпала королева, но мы по полу тут не рассматриваем карту, все же смотрим по значению, поскольку если, например, творчество, да, вдохновение свойственно королеве Пентакли, мы говорим, а если мы берем для мужчин, если, да, если кто-то думает, что королева, а я мужчина, это не для меня. Так вот нет, просто король Пентакли
Там не про вдохновение, там про консерватизм. А здесь как раз больше гибкости, больше мудрости, мои дорогие. И надеется она сама на себя. Я, конечно, допускаю, для кого-то из вас прояснится конкретный вопрос по человеку. И может быть, хотя я не привязываюсь к астрологии, но тем не менее, это знаки Земли. Телец, Дева, Козерог. Или человек имеет там асцендент. И он, кстати, сам может не знать, потому что для того, чтобы узнать, нужно не только знать месяц или как бы дата рождения, да, и местность, а еще и буквально время. Поэтому кто-то не знает, у кого-то это может быть и по Луне. Тут все так, знаете, зыбко. Но это еще и в целом карта возможностей, причем материальных возможностей. Это то, что мы организуем, и нам это от этого хорошо. Мы меняем пространство, а пространство в ответ отзывается и меняет нас. Вот все то, что касается ваших не просто достижений или каких-то хотелочек в хорошем смысле, а когда вы перекладываете это на практику и понимаете, что должно быть продолжено. И задаете тут же себе второй вопрос. А что может быть продолжено? Какой прогресс я вижу в одном или во втором варианте? И Солнце в Деве, критическое мышление, до 22 сентября нам позволяет правильно как и адаптироваться, так и организовать свою жизнь по-новому. Единственный момент – или организовать в тех условиях, в которых мы находимся. У кого-то вопросы дома, вот конкретно. Дома, домочадцев, детей, вот какие-то есть такие моменты. Или вы собираетесь куда-то переезжать. Значит, все то, что с этим будет прилагаться, да, и, может быть, и документы, и вопросы, сборы какие-то, да, то есть мы все тут разные, но это мы занимаемся конкретным делом. Это не есть что-то эфемерное. Даже если это начиналось с чего-то эфемерного, значит, все равно на практику мы это будем перекладывать. Поэтому для вас вот единственный момент – в перфекционизме не подсострять. Когда мы находимся во власти предубеждений, вот это может мешать. И где-то критическое мышление Солнца в Деве нам дает правильно разделить зерна от плевел, но Солнце в Деве может означать и вот этот самый, знаете, какую-то догму. Когда мы вот думаем вот так и думаем, что мы абсолютно правы. Это где-то граничит такая тонкая вибрация как раз с нашей уязвимостью, мои дорогие. Почему я и говорила еще до карт, что уязвимости это где-то может граничить с перфекционизмом. И это что? Это как кандалы какие-то. Когда мы не только не допускаем, что вот альтернативный вариант может быть, а мы себе не позволяем что-то. Вот продумайте этот тонкий момент. Что уйдет? Ну, вы знаете, по рыцарю кубков это хорошее настроение, по рыцарю кубков это какая-то восторженность, бабочки в животе. Ну, наверное, бабочки улетят куда-то, мои дорогие, я шучу, конечно. Но ведь эта карта отнюдь не говорит о надежности. Вот. И нам говорят, насладись моментом, но не более. Эта карта не дает прогресса, эта карта не дает продолжения. Более того, а у нас сегодня с вами колода 78 дверей, открыты двери или закрыты. Принципиальное значение. В королеве Пентаклей нет закрытых дверей, она сама открывает. Вот она открыла этим человечкам, двум гномам, и они сейчас войдут в ее покои, будут помогать ей пересчитывать ее добро, ее сокровища. А по рыцарю кубков у нас тоже, если вы присмотритесь, нам показан грот. Есть водопад, а там грот. И он так вот подсвечен, как будто там открыто, но грот там не закрыт. Но прежде чем мы туда попадем, нам придется пройти холодный какой-то душ. И карта не гарантирует, что рыцарь, когда пройдет даже вот этот ледяной душ, то, что он увидит, ему понравится. Вот этот момент, вот именно когда мы в предвкушении чего-то, это нас одухотворяет, может быть, даже, или как минимум окрыляет, но это вот хорошее настроение. Может быть, это признание в любви, это, ну, что-то такое восторженное, легкое, невесомое, но это не может бесконечно продолжаться. Вот, видимо, это будет уходить. Хорошо, что ж придет взамен? Настойчивость, умеренность, буквально терпение. Значит, вы будете определяться, что нужно продолжать.
Ну, а что, может быть, не имеет смысла? Я уже где-то об этом сказала. По умеренности, вы знаете, будьте готовы, что, ну, могут быть какие-то неслучайные случайности. Но больше, конечно, карта говорит нам о терпении и настойчивости, потому что прежде чем вот эти ворота откроются, нам нужно набрать эти кувшины. И как только мы наберем, врата откроются сами. Старший аркан. Вы зависите от внешних событий, обстоятельств, может быть, от информации. Может быть, тот вопрос, который у вас стоит на повестке, а, он зависит даже от какой-то общей температуры по миру, ну, температуры по больнице, я шучу, конечно. Но это может быть, к примеру, вы ждете, что вот-вот будут меняться какие-то установки общемировые. Я такое допускаю. У нас именно сейчас мы с вами живем в эпоху перемен. У кого-то нужно получить визу, кому-то переместиться, кому-то по работе это необходимо. Может быть, документ вы опять же ждете, и есть какой-то регламент. Это не от вас зависит тоже, мои дорогие водолеи, а это зависит от каких-то, может быть, таких пунктуально проведенных последовательных действий и потом еще и ответной реакции. Ну что мы тут можем убыстрить? Да ничего. То есть где-то терпение нам необходимо, где-то, может быть, и настойчивость. Не прыгать с одного на другое, вот это точно. Но вы и сами в таких энергиях. Вы можете определиться именно с тем, что должно быть продолжено. Ну, а что может быть? Да, вдохновило на какой-то момент. Ну, это может быть по-разному, ведь, да, может быть, это было какое-то знакомство, и теперь вы задумаетесь, а стоит ли это продолжать. А если точно продолжать стоит, значит, тоже вы будете это как-то обустраивать, организовывать, примерять на себя, насколько прогрессивными, на какой период эти взаимоотношения, или пусть какое-то дело. Будет ли это дело для меня важно через год, а через полгода, а через месяц? Вот если от противного мы себе задаем такие вопросы, поверьте, больше ясности. Это железно, потому что мы четко понимаем, чего мы не хотим и чего мы хотим. Ладно, давайте посмотрим по сферам жизни. Любовь. Ну, наверное, возможности тут определенно есть, но и аналитика какая-то присутствует. Двери закрыты, обратите внимание. И карта нам говорит, не жди того, кто не придет. И меня смотрят люди из разных стран, у каждого своя какая-то ситуация. И у кого-то она могла быть тягостной, вы ждете человека, вы, может быть, даже не владеете полной информацией. И вы тут, опять же, по-разному, все же война идет, да, люди пропадают без вести, к сожалению. Но вот есть какая-то, как пункт невозврата, мои дорогие. Вы можете получить какое-то известие. Я, кстати, это допускаю. Но это такое еще сырое известие, все-таки рыцарь. Рыцарь, это может прийти, как и пришло и ушло, да? Это не есть что-то продолжительное. Вас что-то и может вдохновить в эти 10 дней, но, может быть, тогда потребуется какое-то время, чтобы понимать, как это будет продолжено. Или какие-то запросы вы будете еще писать, будете вот дожидаться ответа. Вы, если все же судьба подводит какую-то как демаркационную линию под прежней историей личной жизни. И здесь у кого-то не обязательно, ведь мы уже и про войну, прямо скажем. Для кого-то это может означать взаимоотношения, когда человек пропал. И не предшествовали этому какие-то серьезные внешние события. Он сам себе решил, сам себе пропал. И мы ждем. Нам ведь ничего не объяснено. Вроде все продолжалось, может быть, даже были какие-то планы. Мы ждем. По сути, это пустое ожидание. Вот, видимо, какой-то триггер, опять же, какая-то уязвимость. Не жди того, кто не придет. Не пытайся стучать или заново. Опять же, это с элементом перфекционизма, когда мы думаем: "Не, дай-ка я попробую еще раз". Ну, потому что что-то не получилось, а может быть, мы друг друга не поняли. Примите, может быть, как сложившийся факт, что если какая-то история любви, личной жизни не продвигается, иными словами, вот эта дверь закрыта, вряд ли она откроется. Как бы не было печально, но я должна это сказать, ведь девушка, которая изображена на карте, она пришла когда-то, постучала в эту дверь, ей не открыли, и она была уверена, ну откроют же мне, в конце концов она присела на приступочек, этот ступеньку, и девушка состарилась, да и дверь заросла плющом.
Да, не жди того, кто не придет. Здесь нужно быть реалистом. Королева Пентаклей не будет сидеть в ожидании. Ну, может быть, она и подождет, сделает выводы и пойдет дальше. Давайте посмотрим, все-таки мы все разные, правда? Так что же там в личной жизни у моих дорогих, любимых водолеев? Ну, какие-то неожиданности, будьте готовы. Это информация. Здесь и люди могут вести себя в эти 10 дней как-то по-разному. Рыцарю жезлов, знаете, спонтанность, некоторая хаотичность может соответствовать. Или когда, может быть, это, кстати, и ваши где-то энергии, когда захочется вот как-то по-своему. Или это, знаете, как внутренний импульс. А нет, вот я вот сейчас, вот именно так поступлю, да, вот я сейчас такой маневр резко раз возьму направо или налево, ну, представьте себе автостраду. И что, почему, от чего, непонятно. То есть вот что-то такое, понимаете, не осложняйте себе жизнь. Ну, хорошо, для тех, кто в паре, что нам тут скажут? Но есть какая-то история все равно, она требует вашего рационализма. Как будто есть больная история, мои дорогие, буквально доктор. Иногда свидетельствует о том, что, правда, может быть, даже у кого-то была ссора, вы друг друга не поняли. Может быть, это по взаимоотношениям, такое тоже допускаю. Но тогда нужно рационально попытаться, может быть, провести диалоги, если есть что терять. Я не имею в виду закрытость. Диалог– это не только ваша готовность, но и с противоположной стороны тоже. Тут именно взаимообмен. Если есть взаимообмен, значит, мы эту больную ситуацию можем исправить. И если нет, то вот мы тогда вот как либо этот рыцарь жезлов, который сам пытается разобраться или понять, что происходит. Вы можете, кстати, добывать как будто информацию. И у кого-то личная жизнь не обязательно ведь про любовь. Может быть, это инстанция по части дома даже, да, когда тоже было обещано, а вот что-то не состыковалось, или ситуация складывается, что вам нужно самому или самой переиграть, найти новое жилье, или вы задались целью переехать куда-то, продажа, купля, тут, ну, разные житейские ситуации, опять же, перекладывайте на себя. Но как это сделать? Тысячи еще неопределенностей. И тогда кто-то из вас тоже вот такую больную ситуацию может решать, обращаясь к чиновникам, это тоже по королю мечей проходит, юристы, адвокаты, люди, те, которые, это все узкие специалисты. Да, с одной стороны, они находятся в рамках закона или собственных полномочий. Иными словами, это когда у нас есть от и до. И не больше и не меньше. Вот эти рамки, они присутствуют, и значит, мы можем, и человек, то, что он подписывает какие-то бумаги, или даже за свои слова он отвечает, потому что это как доверенное лицо, и вы можете решать какой-то вопрос. А у вас, понимаете, ведь что-то получится, шестерка пентаклей. Это карта, кстати, финансового успеха. Может быть, кто-то с личной жизнью, еще и финансовая какая-то история тоже закручена. Но вот все равно рационализм. Вообще-то это ведь ваша карта. Даже если меня смотрят девочки, мои дорогие, ну, более мужские энергии. Значит, вот есть что-то неоднозначное. Ладно, что же по финансам? Ключи надо подбирать. Восьмерка жезлов. Будь готов к тому, что придется куда-то, может быть, собраться, отправиться, может быть, согласовывать что-то в банках. Иногда такое тоже будет проигрываться. И в некоторых колодах закрытых дверей нет. Вам нужно подобрать ключи только и всего. Может быть, это дипломатия. А вот ключи по части ключей королева Пентаклей ко всем подберет. Она тоже, кстати, великий дипломат. Все направлено на построение и получение какой-то главной цели. И если у нас что-то пробуксовывает, от цели королевы Пентаклей не отказывается. Она разбивает эту задачу на подпункты и пытается каждый подпункт рассмотреть альтернативно, что она с этим будет делать, и допускать какие-то иные варианты. Главное, чтобы вот то, что мы как основное, вот это намерение, цель достигали. Ну, а коррекция планов, она вот по всем 4 картам. Ну, как будто вам придется. Но иногда эта карта, знаете, трансформации и скорости. Поэтому я и сказала, что придется переключаться, может быть, быстро. Или оставить какую-то рутину. Вот эта рутина иногда может быть. Мы оставляем рутину, потому что у нас сейчас какие-то другие задачи. Или какая-то альтернативная возможность
у вас появляется. Я говорила, не случайная случайность. Это его величество случай. Вот такое может быть по аркану умеренности. И тут тогда нужно, ну, как-то действовать. Может быть, поехать куда-то, отправиться, совершить какой-то важный диалог, разузнать какое-то дело. Будьте к этому готовы. Сфера ваших достижений. Ну, тут нам маг показан. От его пассов, может быть, и кодового слова, вы как пароль знаете, откроются эти двери. Для вас нет ничего невозможного. Вот эта дверь, она в вашей власти. И это все то, что я говорила. И достижения могут быть разные, как и документы, как и работа. Но, видимо, что-то вам пересмотреть, передумать, переделать придется. Но это вы, маги и волшебники. Хорошо. Знаки судьбы. Первый знак судьбы. Ну вот снова нам, да? Вот есть какая-то тема, есть какое-то дело, или вот какая-то была болевая точка, и ее не решишь прежними методами. Нет. Тут нужно вот именно в эти двери не биться, как и эта дверь не откроется, как и мы говорили про рыцаря кубков, если ты будешь продолжать в собственных предубеждениях, в собственном каком-то фарватере, или когда ты абсолютно уверен, что вот, ну, должно быть так, а ну возьми тебе и будет иначе. Так и пятерка жезлов. Это вот все карты вы как будто собрали. Стало быть, у каждого из вас в своей сфере жизни есть этот какой-то триггер. И его нужно решать альтернативно. Что толку? Нам показан такой, ну, сильный молодой человек, хорошо развит, плечевой пояс. Вот взял кувалду, сейчас как шарахнет по этой кладке. Она и разрушилась. А вот подумать, почему меня судьба куда-то не пускает? А может быть, мне туда не надо? Вот как этому человеку подумать, а кто заложил эту дверь? Я ведь не знаю, что за ней. А может быть, там за ней что-то не очень хорошее. И мы можем поддаться импульсу и вот так вот, да, ну, на таран пойти. Но то, что нам откроется, вряд ли нас обрадует. Пятерка жезлов. По этой карте могут проходить люди, которые говорят нам то, что нам приятно слышать. Может проходить информационный хаос, когда много разрозненной информации, но там же и недостоверная. Доверяй, но проверяй, говорит эта карта. И информации, и людям. Нас могут подвигнуть на какое-то дело, потому что, ну, вот через слова, через лесть, или про то, что нам что-то обещают. Но мы вот так включимся в какой-то процесс, а потом пробьем таки вот эту кладку и придем к выводу, что мы куда-то шли не туда. Додумывайте, мои дорогие, серьезный такой знак судьбы. Второй знак судьбы. Ну вот, наверное, и иллюзий не должно быть тоже. Вам нужно устранить путаницу по этой карте. Это карта и нерешительности. Опять же, потому что есть наше представление или чьи-то обещания. Рядом пятерка жезлов. И если мы говорим по пятерке, всегда недостаток. По пятерке жезлов будет недостаток информации. Вы что-то делаете, а ну, видеть достоверно что-то не видите. А семерка это тоже есть воздействие со стороны, понимаете? Или это наши действия по этому воздействию. И здесь какие наши действия? Никаких. Прокрастинация. Мы пребываем в ожидании или в иллюзиях. Вот такой вот триггер какой-то вам. Почему-то не одна карта об этом. Но в то же время ведь для вас возможности, мои дорогие. Вот есть несколько карт, да, которые шикарные. Да и король-то мечей тоже. Ведь это карта рационализма. Давайте третью карту знак судьбы. Ну, посмотрите. Вас вот эта предубежденность не просто держит, как в кандалах, а как будто в заложниках еще. А карта колесница нам говорит, не оглядывайся назад. Ну, правда, дайте ситуации завершиться. А если она уже завершилась, делайте выводы, идите дальше. Рост вашей популярности, рост возможностей. Для кого-то действительно переезд, как знак судьбы. Может быть, вам в эти 10 дней придется срочно куда-то поехать. Тогда не раздумывайте долго. Может быть, это будет где-то граничить вот с этими 8 жезлами. Ну, пусть это нам на деньги выпадает, на финансы. Но ведь тут разные могут быть финансовые договоренности. У кого-то это жилье. Мы можем вопросы имущества, жилья, это тоже свести. Или откуда к нам приходят финансы. Мы тоже можем свести
ну, как к теме финансовой. Поэтому тут для вас что-то имеет более глобальный смысл. И вот эти ключи подбирать, не теряя времени даром, да, и подбирать, причем это ведь мы, ну, где-то мудро, настойчиво, терпеливо. Если мы тут будем что-то форсировать, ну, мы можем схватить первый попавшийся ключ, и что мы потом получим? Вот что-то подобное. А у вас на кону стоит прогресс. Это карта успеха вообще-то, мои дорогие, и прогресса тоже. И мы говорили с вами заниматься только теми делами, вопросами, которые и будут иметь продолжение. Спрашивать у себя, это служит моему прогрессу? Это будет для меня важно через год, через полгода, а через месяц. Если мы вот так анализируем, мы часто приходим к выводу: через год непонятно, через полгода, ну, пожалуй, тоже не есть что-то принципиально важное. Через месяц, ну да, через месяц вроде нужно. Ну хорошо, задать альтернативный вопрос, а через 5 лет? Тогда мы понимаем, ну не, что-то такое зыбкое. Вот такой диалог может быть. Я не говорю, что для всех, но может быть кому-то поможет определиться, потому что определиться сложно. Да, это есть такой момент. Перекладывайте на себя, мои дорогие, любимые водолеи. Не упустите, правда, какую-то возможность. Я благодарю за ваши искренние, душевные комментарии, за то, что вы смотрите мои видео. Оставайтесь со мной и будьте счастливы, будьте любимы всегда.